Привет, друзья! В предыдущем видео я рассказал, почему очень важно каждые 20-30 тысяч километров промывать форсунки. Вот. И казалось бы, что там сложного? Подключил жижку, все это дело завел двигатель, воткнул пару фильтриков, промотал двигатель на холостых ходах, у тебя там все промылось, порадовался, все упаковал обратно и поехал. Но после просмотра целой кучи видео в интернетах я был просто в небольшом шоке, сколько вредных советов и неправильных демонстраций промывок топливных систем показаны различными специалистами. Начиная с того, что вместо нормальной очистки жижи, которая была расфасована, скажем так, не совсем санитарно чистых условиях, которые нам очень важны, не факт, что туда не попал никакой абразив, люди берут, ставят обычные карбюраторные фильтрики и пропускают жижу через них, а некоторые вообще напрямую из бутылки. Вот. Поэтому сейчас мы пилим в наш любимый лесной сервис, благо дорожка к нему открылась, и будем промывать систему правильно. Погнали! Итак, друзья, мы в лесном сервисе. У меня в руках промывочка ML102. Купил я ее на Озоне. У меня нет спонсоров по этой тематике, которым, кстати, я был бы безумно рад, если бы они появились. Я уже говорил ранее, что очень много видосов по поводу промывок, и сейчас мы будем промывать и подключать систему правильно. Для баллона с промывкой у меня будет вот такое вот место, откуда она будет брать жижу. Очень важный момент. При промывке фильтр обязательно ставьте новый, свой штатный. Никаких вот таких вот колхозненьких вазовских фильтров бензиновых. То есть промывка должна идти через ваш штатный фильтр. Это очень важно, потому что именно его степень очистки предотвратит попадание всяких абразивов в вашу топливную систему. Подачу я пережал струбциной для того, чтобы соляра у меня не убежала обратно в бак, потому что мне придется ее тогда накачивать грушей, а грушу я снял, я ненавижу эту грушу. Кстати, в одном из следующих видео смотрите мою систему с подкачивающим насосом. Это будет финальный вариант подкачивающей системы. И теперь можно скинуть патрубок подачи и присоединить шланг, через который будет питаться наша система. А вот теперь переходим к нюансам, о которых я обещал рассказать. Очень много слухов, а я бы назвал это более точно, очень много бреда по поводу того, что если вы будете промывать топливную систему каким-то очистителем, промывкой и так далее, вся грязь из ТНВД попрет вам в форсунки, и все, капец вашим форсункам. Вот в этом видео ранее я вам показал, как устроен ТНВД, и я думаю, вы поняли, что засираться там нечему, а если там что-то забьется и так далее, то это единственный сетчатый фильтр, который является как раз индикатором износа предварительного насоса и собирает в себе всю вот эту грязь, которая к вам, не дай бог, попала после фильтра тонкой очистки. А теперь разберем, для чего нам два бензиновых фильтра, самых обычных. Они нам все-таки понадобятся. Первый мы поставим на линию обратки из ТНВД, чтобы контролировать, в каком состоянии у нас был ТНВД и насколько эффективно на самом деле он промылся. Второй фильтр мы поставим на обратку из форсунок, чтобы мы могли контролировать, насколько почистились наши форсунки или насколько они были загрязнены. Потому что наши форсунки пачкаются, скажем так, и забиваются шламом, отложениями, нагаром и так далее именно в зоне распылителей. Итак, отключаем линию с обратки форсунок. И глушим ее. Таким образом, теперь у нас обратка, которая раньше шла в бак, через нее теперь будет поступать обратка только лишь из ТНВД. Но нам не нужно ее отправлять в бак. Поэтому отключаем обратку, которая шла в бак. А вместо нее подключаем линию с фильтриком и опускаем в бутылку с жижей. Напоминаю, фильтрик нам нужен только лишь для того, чтобы понимать, насколько сильно был забит наш ТНВД. Но я заранее могу сказать, что я думаю, фильтрик останется чистый. А второй шланг цепляем на линию обратки с форсунок.
И снабжаем точно так же фильтром для контроля состояния. Погодите, вот что ли, это задачка та еще, конечно. И, кстати, по объему проходящей обратки из форсунок вы можете сделать косвенные выводы о состоянии распылителей. То есть именно по объему слива обратки. Так, сейчас я все проверю. Подготовочка закончена, заводим. За что я люблю лесной сервис, как я его называю, это вот за такие вот минутки, когда у тебя ремонт превращается в пикник, или пикник превращается в ремонт. На первый борщик настроение просто шикарнейшее. Не вот там помахал кувалдой, там упахался в дупель, пришел домой грязный, потный, вонючий, с плохим настроением. В таком лесном сервисе совершенно другие ощущения от обслуживания и ремонта автомобиля. Рекомендую всем. Двигатель проработал 15 минут на волшебной жиже ML102. И теперь он должен 15 минут постоять, ну типа там отмокнуть и всякое такое. А у меня пока есть возможность съесть филе цыпленка с рисом от Кранидова. Простой лайфхак, как помыть тарелку зимой, даже очень жирную. Вставляем в сугроб плотненько и проворачиваем вокруг своей оси. Оп. Идеально. А теперь заводим движок. Я думаю, он уже отмок, и пусть молотит дальше уже до победного конца. Огромное подспорье тем, у кого дорестайлы с кнопкой повышения оборотов, это хорошая тема. Топливо движется более интенсивно, обратка прокачивается более интенсивно. То есть вам надо либо сидеть подгазовывать, если у вас рестайл и нет кнопки, либо просто нажать кнопочку и наслаждаться моментом, природой, воздухом и всяким таким. То, что обратка от форсунок отделена сейчас от обратки от ТНВД, позволяет вам сделать вывод, в каком на самом деле у вас состоянии распылители форсунок. Потому что объем слива обратки — это самый первый показатель, в каком они состоянии. Давайте посмотрим на холостом ходу, как льется у меня обраточка именно с форсунок. И давайте посмотрим, что происходит с обраткой на прогревочных оборотах. Увеличилась она или уменьшилась? На мой взгляд, обратка с форсунок увеличилась несущественно. Я могу сказать, что в принципе распылители на форсунках нормальные. Естественно, это не мотор стенд, но объем слива обратки самый лучший показатель состояния ваших форсунок. Поэтому, прежде чем идти на поводу у сервисника, то якобы ваши форсунки льют, что их надо менять, что надо все снимать, что у вас капиталка скоро и так далее, просто скиньте шланг с линии обратки форсунок, направьте в мерную емкость и замерьте, какой объем слива у вас происходит за 1 минуту на холостом ходу, а также сколько на прогревочных оборотах, 1500 в минуту. Промывка закончена, давайте посмотрим, в каком состоянии фильтр. Это фильтр с ТНВД, ну более-менее чистенький, желтенький. А вот это фильтрик с форсуночек. Вот представьте, в каком состоянии там были распылители. Удивительно, но после промывки мотор действительно начал шептать, скажем так. Но напомню, что промывка — это не лекарство, что это не исправление недостатков, это профилактика, которую вы должны делать каждые 20-30 тысяч километров. Для того, чтобы отсрочить замену или ремонт форсунок как можно на долгий срок. И что для этого нужно сделать, мы только что с вами разобрали и посмотрели. Внимательные зрители заметили, что у меня появилось масло вокруг колодцев форсунок. Причина этому очень простая. Я убрал маслопомойку и вывел шланг напрямую, и мне поперло масло вокруг форсунок. В чем секрет, почему так, почему без маслопомойки происходит такая фигня, смотрите в следующем видео. А теперь подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на который в описании к этому видео. Подписывайтесь в группу ВКонтакте и обязательно заходите в телеграм-чат Бар Варен Патефон. В нем мы разбираем болячки патфайндеров и навар. Пока!